Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю один из самых нежных шоколадных пирогов. Также его можно уже назвать практически тортом, потому что я его слегка украшу здесь. Готовится этот пирог очень просто и быстро. Готовится он сразу с начинкой, с пудинговой. Пирог получается посредством, недорогой, так как пудинг занимает собой много места в этом пироге. Пудинг очень бюджетный, даже без яиц его будем готовить. Я очень давно в Германии живу, и здесь у нас этот шоколадный пирог с пудингом очень любим народом. И поэтому я решила поделиться с вами тоже этим рецептом. Итак, сначала приготовим сам пудинг. 350 мл молока я сейчас просто доведу до кипения. В миске я соединяю 40 грамм сахара, 38 грамм порошка ванильного пудинга, либо же берите просто 40 грамм кукурузного крахмала, если у вас нет пудинга, и просто ванильный ароматизатор, либо ванильный сахар. К сухой смеси добавляю сейчас 150 мл холодного молока, перемешиваю, чтобы не было комочков. И в закипающее уже практически молоко тонкой струйкой аккуратно, помешивая в центре ковшика, я добавляю всю крахмальную смесь. Сейчас на умеренном огне, при непрерывном помешивании, в ковшике с толстым дном я довожу всю эту смесь до кипения. Когда начнется кипение, то есть пойдут первые пузыри, кипячу еще буквально 30 секунд и снимаю с огня. Отставила в сторону и обязательно накрываю этот ковшик тарелочкой, чтобы пленочка не образовывалась сверху. А теперь готовим основное шоколадное тесто. 4 яйца среднего размера, щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара. Взбиваю просто все это до состояния пены. Порциями добавляю туда сейчас 160 грамм сахара. Все это буду взбивать примерно минуты 3, не дольше. Дольше взбивать нету смысла. Когда яично-сахарная смесь уже взбилась, я добавляю туда 110 мл молока комнатной температуры, не холодного. И просто все это перемешиваю. Ничего дальше уже не взбиваю, просто до объединения массы. И добавляю сейчас туда 160 грамм растопленного сливочного масла. Оно должно быть комнатной температуры, не горячим. Все просто перемешала. Для сухой смеси в миске я соединяю 200 грамм муки, 40 грамм какао-порошка и 12 грамм разрыхлителя. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Какао-порошок у меня не алкализованный, обычный. Все это перемешиваю. И просеиваю сейчас все это в жидкую смесь. Все делается элементарно, просто и быстро. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия, то есть обязательно выпекаем в предварительно разогретой духовке. Это очень частый вопрос в комментариях. Всегда пишу внизу под видео, что нужно в предварительно разогретой духовке это выпекать. Просеяла туда всю сухую смесь и перемешала венчиками. Ничего долго не взбивала. Форму я застелила полностью пергаментом. Форма для выпечки у меня прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Вы также можете использовать здесь круглую разъемную форму для выпечки, 24 сантиметра в диаметре. Идеально подойдет. Все шоколадное тесто я распределила по дну формы. И сразу же ничего здесь не жду. Выливаю всю пудинговую смесь просто на шоколадное тесто. Делается это просто, справится даже ребенок. Как видите, я накрывала пудинг тарелочкой. Это очень важно сделать. Пудинг также перемешиваю. Тонюсенькая пленочка там все равно всегда образовывается. Но это нормально, это так и должно быть. Пудинг еще очень горячий, потому что шоколадное тесто мы готовили буквально за несколько минут. Сейчас аккуратно я выливаю всю пудинговую смесь поверх шоколадного теста. И рукояткой от вилки просто делаю вот такие борозды в тесте. Здесь моей задачей является то, чтобы вот этот пудинг немножко распределился внутри шоколадного теста. Слишком близкие борозды делать не нужно, иначе у вас вот эта пудинговая прослойка, она полностью вся смешается уже с тестом, и вот эти как бы пудинговые такие веточки внутри теста уже не будет видно. То есть можно еще более пространных друг от друга делать. И делаю такие завитки, чтобы все это перемешалось. Но тесто, сам пирог, необыкновенно просто вкусный получается. Выпекать я его буду сейчас в заранее разогретой духовке на 175 градусах
Примерно 40-45 минут на среднем уровне без конвекции. Духовку во время выпечки, конечно же, ни в коем случае не открываем, иначе любое тесто и даже не вот этот пирог, который я сейчас показываю, просто оседает от бесконтрольного открывания духовки во время выпечки. Это должны знать все. И время выпечки очень индивидуально. Всегда смотрите по вашей духовке, проверяйте шпажкой, чтобы она у вас выходила даже из такого пирога все равно сухая и чистая. Чем меньше вы сделаете бороздок вот этой вилкой в тесте сейчас, тем более заметной у вас будет пудинговая прослойка внутри. Вот так он выглядит после выпекания. Вот этот верхний слой у него нежнейший уже после выпекания. Он абсолютно не сухой. То есть сразу его можно, в принципе, как только он остыл у вас до комнатной температуры, посыпать сахарной пудрой или какао, или полить шоколадом и просто подавать уже к столу. Не обязательно его абсолютно украшать здесь сливками, как я это буду делать. Все на ваше усмотрение. 100 грамм миндальных лепестков я обжарила на сковороде. И приготовлю очень быстрый сливочный крем. Взбитые сливки. 200 мл очень холодных сливок для взбивания, жирностью не менее 30%, 8 грамм ванильного сахара, 8 грамм загустителя для сливок, 15 грамм сахарной пудры. Взбиваю просто до устойчивых пиков. Вы можете туда добавить еще 1 чайную ложку какао, и у вас будет просто шоколадный крем. 150 грамм абрикосового джема идеально будет сочетаться с этим пирогом, дает такую нежную кислинку. Либо другого какого-то повидла кислого можете брать 150 грамм. Это все на ваше усмотрение. Вы можете вообще здесь ничего этого не делать, но я показываю, как вот я люблю это делать с этим пирогом. Покрываю взбитыми сливками весь этот пирог. Как я уже сказала, если вы любите шоколадные кремы, вы можете добавить просто 1 чайную ложку какао-порошка, и у вас будет шоколадный вкуснейший крем сверху, то есть сливки вот эти вот с шоколадным вкусом. Посыпаю сейчас все это просто обжаренными миндальными лепестками. Если у вас нет миндаля, вы можете использовать свой любимый орех, грецкий орех. Все на ваше усмотрение. Фундук будет идеально просто сочетаться. Но миндалем обычно вот это посыпается, украшается. Смотрится очень всегда достойно. Нарезаю сразу же, потому что сливки у меня с загустителем. Я не ставила это все в холодильник. Пирог получается просто тающим во рту, без преувеличения. Пирог нравится как взрослым, так и детям. Он прекрасно нарезается на порционные пирожные, такой пирог. То есть для быстрой домашней выпечки я считаю, что это очень-очень достойный вариант. Идеально подходит на все детские праздники. Вы можете все эти сливки посыпать также какой-то шоколадной посыпкой, если дети не любят миндаль или у вас аллергия у кого-то на орех. Естественно, можно сделать также шоколадную паутинку просто сверху из растопленного шоколада, либо на детский праздник украсить просто разноцветными посыпками, чтобы было понаряднее. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.